Крюки в спине, копья, проходящие сквозь щеки. Со стороны это выглядит как средневековая пытка. Но тогда возникает вопрос, почему эти люди не кричат от боли? И почему некоторые из них улыбаются и чувствуют себя счастливыми? Сегодня мы разберем знаменитый южноиндийский праздник Тайпусам и попробуем понять, где заканчивается боль и начинается то, что в Индии называют силой веры и преданностью. По ногам, друзья. Ну что, начнем, Рамджи? Да, начнем. Рамджи, я хочу тебе сразу вот первый вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот как ты думаешь, такой великий праздник, как Тайпусам, для тамильской земли это прям вот святое, да? Но я почему вот решила так на скорую руку записать вот этот подкаст, потому что из года в год нельзя сказать, что в русскоязычном пространстве, в интернете этой информации об этом празднике нет. Но чаще всего этот праздник выставляют как некую дичь, какая-то дикость, средневековье. То есть настолько искаженно и неправильно, что меня просто, честно говоря, очень поражает вот это вот невежество, незнание. И я хочу, наверное, вот именно это тебе первый вопрос и задать вообще, что это такое за праздник Тайпусан, что это такое и почему люди даже не задаются вопросом, что на самом деле стоит за этим праздником, за этими ритуалами. Праздник Тайпусам – это один из, скажем так, главных праздников тамильцев. И празднуют это широко в Тамильнаду, на тамильской земле на юге Индии, а также там, где проживают тамильцы. Это Сингапур, Малайзия и Шри-Ланка и другие страны. Объясню, что такое Тайпусам. Состоит из двух слов. Во-первых, месяц Тай. Это вот сейчас, который начался 14 января, когда солнце начало двигаться постепенно, начинает по северному полушарию. И Пусам – это название Накшатры. В санскрите его называют Пуща. Вот. В этот день тамильский бог, как мы называем, Субраманья или Сканда или Мурга, взял копье у своей матери. Вот. День, когда он взял Сколько я знаю, копье. Парвати подарила его своему сыну. Да, а зачем она подарила? Потому что, образно говоря, как гласит легенда, чтобы он убил Асуру, демона, по имени Сурабадман. Но другими словами, для того, чтобы для простого человека было понятно, это как бы разрушение иллюзии или разрушение зла, который сидит у каждого человека внутри. Почему некоторые говорят его дичь, дикость, средневековье? Потому что те обряды или те ритуалы, или те обеты, через которые люди проходят именно в этот праздник, это, конечно, некоторых может даже ошарашить. Вот, реал. Почему? Но об Потому этом-то да, на самом-то деле вот эти кадры, да, часто всего там в роликах, в интернете, что показывают? Вот эти вот люди, которые копьями там себе там, да, крюки на спину тащат, какие-то тяжести на себе, прокалывают языки, щеку. И людям, конечно же, которые не в курсе вот этого всего, им очень сложно понять, да, что за этим стоит. Вот почему я задаюсь вопросом этим, да. То есть они видят только внешнюю оболочку, но там же целая процедура для этого есть. для того, чтобы готовиться, они держат строжайший пост 48 дней, определенное питание, определенные мантры, определенный распорядок дня. Все это соблюдается, и на вот этот праздник они идут. Например, у каждого, например, есть свой, кто-то, например, покалывает язык, кто-то, например, крючком спину, да, и так далее. Почему это делается? Это очень интересный вопрос. Ты понимаешь, таким образом, ты передаешь смысл людям о том, что физическая боль или вообще тело, которому мы даем первостепенное значение, это просто оболочка и не имеет никакого значения в твоей духовной жизни. Когда есть богатая духовность, вот тогда у тебя тело действительно становится тоже здоровым. Все проблемы, почему говорят, от нервов, да, вот как кто-то говорит, от нервов все проблемы. Значит, у тебя внутри что-то мешает, которое влияет на твои органы.
То есть можно Который сказать, что это такая форма аскезы, тапас, да, для которой они берут на этих 48 дней для внутреннего очищения, да, то есть что-то вот это зло, которое... А это направлена именно практика на внутри на человека. Вот он в этот праздник демонстрирует что? Да, то есть вот это, что его сознание, оно как получается... Он вошел во едине с Богом Мурган. Он вошел во едине с Богом Мурган. Вот. Он таким образом показывает, таким образом, что я предан именно Сканде, когда я предан ему, мне ничего не страшно. Ну, то есть они Значит, он чувствуют даже боли. Они же это показывают, что даже они даже боль не чувствуют. боль не чувствует, потому что он в трансе. Он Вот, я и хочу вообще... сказать, что это коллективный транс, в который они впадают в этот день. Да, это коллективный транс. И некоторые люди специально дают обет, вот особенно, когда, например, у которых нет детей, у которых не могут выходить замуж, или кто-то, например, вообще серьезно болен. Вот. И тогда родители, допустим, если дети болеют, родители дают обет, да, я вот следующий тайпусом, вот, я это сделаю, если у меня получится вылечить ребенка. И они весь год молятся. Но они не значит, это не значит, я дал обед, Бог Мурган мне все, ребенка вылечит, я пойду. Нет, это не так работает. Значит, если ты даешь этот обед, значит, ты сам должен соблюдать определенные правила, дисциплину, распорядок. То есть мы вот этих людей, которые видим на фестивале, это те люди, которые взяли вот эту аскезу. Да, и это обычные люди, обычные люди. Угу. Это не какие-то там, которые медитировали где-то, которые занимаются йогой или медитацией. Это Угу. просто обычные люди, которые работают, например, могут банковскими служащими, или просто, например, водят, например, водителем тук-тук, да, или там, как говорят, или Угу. водителем То есть это автобуса. не кастово, ничего, никак, это вообще. Ничего, абсолютно. Это может быть человек любой касты. Это тут вообще касты не имеет значения перед Богом. Все. Вот. И молился Богу Мургану, дал обет, он тебе помог, дисциплинировал свою жизнь за то, что ты сам дисциплинировался, давая этот обет, ты получил свою награду, и ты просто благодаришь ему таким образом. Вот. Рамджи, а почему именно в Тамил-Наду этот праздник настолько значим, и именно Тамил-Наду несет эту культуру этого Здесь есть праздника? очень важный фактор. Опять возвращаемся к этой истории о Асуре или демона, да, Асура Батман, которого убивает бог Мурган. Ему было очень тяжело убивать его, потому что он был очень сильным. А для того, чтобы его Асура имеется в убивать, виду. да, Асура, да, сам бог Муруган прошел всю эту аскезу. Перед тем, чтобы совершить этот бой. Да, совершить, убивать и принести мир, и вообще, чтобы победить зло. По этому же принципу люди, чтобы победить свое внутреннее зло и получить желаемое, они также проходят эту аскезу. Хорошо, но почему именно в Тамил-Наду? А Тамильнаду почему? Потому что мы считаем бог Муруган, Сканда, как даже простонародье говорят, ну это простонародье, что это именно тамильский бог, бог тамильцев. Вот, я это часто очень, да, слышу. Бог тамильцев, да. Бог Потому что тамильцев очень это много именно храмов Мурган. его в Тамил-Наду, надо сказать, да, то есть? Да, самые знаменитые храмы, это 6 храмов, которые мы называем 6 храмов бога Мурган. Все храмы бога Мурган, они находятся на холме. То есть именно по этой причине, так как тамильцы очень связаны с этим богом, да, Муруганом, именно поэтому они так чествуют этот праздник. Да. Ну, для справедливости надо сказать, что его празднуют не только в Тамил-Наду, да, то есть в Индии, я, по-моему, так помню, еще 3 штата празднуют, да, этот праздник. Да, керальцы, правда, приезжают в наш штат, Все равно в Тамил-Наду едут. в Тамильнаду едут, да, и приезжают люди из штата Андхра-Прадеш, приезжают люди из штата Карнатаки, они все к нам приезжают. Правда, в Карнатаке тоже празднуется этот праздник, у них тоже есть знаменитый храм Картикея или Муруган, Сканда. Вот. Кстати, я хочу еще очень важный момент, если сказать, раз речь идет о Сканде или Муругане, Субраманьям.
У кого в гороскопе Марс не созидательный, Мгм. им нужно молиться Богу Субраманием, потому что Бог Субраманием, Мурган, это покровитель планеты Марс. Потому что Субраманием в нашей индуистской легенде или в индуизме это бог войны, бог энергии, бог победы. Да, Вот. я знаю, что это Бог Победы, да. Да, поэтому если у кого-то Марс плохо расположен в гороскопе, не созидательный, а разрушительный, тогда надо молиться Богу Субраманием, потому что эта энергия превращается из разрушительного на созидательное. Очень главная вещь или фактор или причина, когда ты проходишь через это, тебе дается как бы возможность испытать в определенном смысле боль или страдания, которым живут многие люди. Вот, например, есть человек, например, который болеет чем-то очень сильно, да? Да, ты будешь ухаживать, сострадание, да, проявить сострадание, за него молиться, переживать. Но ты же никогда эту боль не можешь на себя испытать, пока ты сам Почувствовать. не... Да, да. А вот тайпусом, вот это он как раз дает тебе эту возможность, вот. Мгм. И ты говоришь спасибо, что тебе не приходится вот это испытать. Я сейчас приведу пример, просто так приведу пример. Есть очень богатые люди, да, вообще там во всех странах есть богатые люди, которые достигли очень много и в личной жизни, и в бизнесе, и в других сферах. А потом один день он сидит и задает вопрос, что дальше? У меня все есть, все, что дальше? Вот как раз на вопрос, что дальше, дает ответ Тайпуса. Люди могут как угодно смотреть, осудить, там, высмеиваться, говорить. Но самое интересное, несмотря на все это, мы до сих пор празднуем. Праздновали, празднуем и будем праздновать. Давай прямо такой вопрос. Как ты думаешь, вот с кем сложнее управлять? Человек, который боится боли и всяких лишений, какого-то комфорта, или человеком, который уже прошел через все это осознанно? Вот я почему этот вопрос Тяжело, задаю? Вот мне кажется, что человек, который берет такие сильные аскезы, настолько, как сказать, свою жизнь в подавляющем большинстве тратит не на какие-то комфортные условия, да, а вот для того, чтобы, может быть, для кого-то это шокирующие такие вещи, да, в самом празднике вот этом Тайпусама. Человек, который это проходит изнутри, мне кажется, такими людьми сложно управлять вообще. То есть человек, который перешел вот эту грань страха, да, боли, да при том еще он это сделал осознанно, мне кажется, он в более выигрышном положении, что ли, в этом обществе. а ему вообще все, скажем так, как сказать, вообще ну, без разницы. И он уже прошел это. Его ничем уже не напугаешь, уже все. Вот Уже я, все. да, и хочу эту мысль сказать, что это ж какое осознание, да, у индийцев, даже в современном 21 веке. То есть вот он какой-то успешный там врач или ученый, да, но он приходит в храм, он берет осознанно эту аскезу, независимо, кто он в этом современном мире. В И он обществе делает какой все то же статус не самое, имеет что делали значения. его предки 1000, 2000 лет тому назад, да, то есть он проходит вот этот вот ритуал. Вот я думаю, что в этом кроется сила определенная, что, мне кажется, такого человека, который настолько поднял свою духовность, уже невозможно сломить. А его невозможно победить вообще, его ничем не напугаешь, ничем, потому что он знает, что это такое, потому что он уже заглянул в себя внутри, он все это прошел, а что, он даже смерть не будет бояться. Он это поймет как естественный процесс. Ну, я думаю, что вот сейчас тот, кто смотрит наш этот подкаст, да, слушает его, я вот надеюсь, что нам удалось передать вот эту вот сакральность этого праздника. Собака лает, тайпусом празднуется.
Ну, это логично, да. Ну что ж, спасибо, как бы всем нашим слушателям, да, спасибо, что вы были с нами, друзья. Пишите в комментариях, мы обязательно вам оставим ссылки, потому что я думаю, что стоит вам еще раз посмотреть, что такое на нашем канале вообще аскеза, да, и насколько она полезна вообще для каждого человека. Потому что если вы как бы идете к духовности, выбираете духовный путь, и мы рекомендуем вам внимательно посмотреть все наши видео на эту тему. И, конечно же, мы будем рады любым вдумчивым комментариям.